Всем йоу, это Леха, и сегодня я бы хотел рассказать вам о том, как снять жилье в Португалии. Где его искать, что от этого ожидать, на что обращать внимание. Внимание! Дальше я минут на 5 делюсь мыслями по поводу Португалии. Если вам это не интересно и вы хотите узнать сразу факты об аренде жилья здесь, сразу перематывайте на 5,5 минуту примерно. Сейчас в интернете, вот на разных русскоязычных сайтах о Португалии, а их много сейчас разных, на этих сайтах полно всякой разной информации. Какая-то из этой информации полезная, какая-то инфа устарела, что-то вообще под копирку написано, все эти вот привет, копирайтеры. Потому что копирайтерство — это не творчество. На мой взгляд, мало собственного личного опыта. Взять вот хотя бы видео об учебе в Португалии, которое я недавно снял, кстати, вот где-то здесь, я не знаю, гляньте. На ютубе очень мало в подобных видео какой-то полезной инфы, зато всегда есть реклама себя, автора этого контента, как эксперта, как помощника, помогалу и так далее в чем-либо. В тех же видео про учебу в Португалии, например, которых достаточно много на ютубе, хотя, на мой взгляд, они не очень-то информативные. В этих видео обычно авторы в конце ролика или в середине, или в начале, неважно, предлагают себя в качестве помощника для поступления, например, в Португалию. То же самое касается аренды недвижимости, то же самое там аренды машины, еще чего-то. Короче, все предлагают свои услуги. Я сразу говорю, я ничего не продаю, через меня ничего нельзя снять, я не получаю ниоткуда никакой процент, даже здесь, от моих прекрасных подписчиков на ютубе, которых чуть больше 10. Я просто хочу, чтобы вам было чуточку легче, если вы захотите переехать в Португалию. В общем, я постараюсь сделать максимальный акцент на нашем, моем и моей девушке собственном опыте. Погнали! Итак, летом 2022 года я подался на магистратуру в Лиссабонский университет и внезапно поступил. Сразу же встал вопрос с жильем, потому что на подачу документов на учебную визу нужен контракт на жилье, и причем сразу сроком минимум на год. Сделать такой контракт удаленно — это оказалась та еще задача. Все выкручиваются по-разному, и один из возможных вариантов действия такой. Арендуем недорогое жилье на первые 2-3 месяца, в котором действительно собираемся жить. А также делаем бронь жилья на 9-10 месяцев, чтобы в сумме получился год. И вот это второе жилье, оно больше для посольства, для подстраховки, для того, чтобы его в случае чего можно было отменить и уже приехать на месте, найти более хорошее, более привлекательное по цене, дешевое, по комфорту, по расположению жилье. В качестве жилья на первые 2,5 месяца я выбрал комнату за 400 евро в месяц. Это цена на двоих, на одного она стоила 300 евро в месяц. Эта комната находится в доме, в примерно часе езды от Лиссабона на юг, в деревне под названием Койна. Кстати, чуть не забыл, вот здесь, или здесь, или здесь офигенный видос с обзором той комнаты и всего дома, который мы снимаем здесь, в пригороде Лиссабона. 400 евро на двоих. Это примерно 25 тысяч рублей. Супер дешево для Лиссабона, в котором средняя цена аренды в районе 1000 евро. Даже для пригорода дешево. Но в то же время это достаточно дорого, ведь в России за 25 тысяч рублей я, например, снимал целую прекрасную 50-метровую квартиру. Не где-то в глубинке, это было в Питере и почти в центре Питера, в получасе езды от центра Питера. Однако здесь, в Лиссабоне, за эти деньги мы сняли всего лишь комнату в частном доме у взрослой семейной пары, с 20-летним сыном они живут. Вообще-то мы сняли комнату сына. И он там жил, и он там, сейчас не живет, потому что мы живем. Но сын должен был уехать в Италию по Эрасмусу, по обмену, учеба в Европе по обмену. И отец решил, Зеди зовут отца, и он решил немного подзаработать на жилье, которое будет простаивать. Он решил сдать его в аренду. В итоге
В Италии сына с жильем кинули, а мы уже в этот момент приехали сюда, в Португалию, так что теперь сын вернулся, и уже пару месяцев, сколько мы здесь живем, он живет с нами, ему нашли какую-то небольшую комнату в этом достаточно шикарном трехэтажном доме, а мы в это время с девушкой живем в его комнате. Да. Короче, факты об аренде жилья в Лиссабоне на собственном опыте. Первое. Цена. Официальная средняя зарплата в 2022 году в Лиссабоне около 1050 евро в месяц. Средняя стоимость аренды однушки в самом Лиссабоне в месяц стоит около 1200-1300 примерно евро в месяц, это с мебелью. Без мебели, в принципе, неплохую однокомнатную квартиру можно арендовать за 800 евро в месяц, а в не очень дальних пригородах, если вы готовы ехать, тратить время достаточно большое на дорогу, можно найти и подешевле, за 800-900 евро в месяц с мебелью, однако придется как следует постараться. Те, кто здесь живет давно, говорят, что в последний год цены на жилье выросли очень сильно. И основная причина — это огромный наплыв мигрантов из Латинской Америки. А сейчас еще добавились просто, не побоюсь сказать этого слова, толпы мигрантов из СНГ. В то же время рынок недвижимости очень ограниченный, город старый и квартир в нем мало, новостроек тоже практически нет. А если они есть, это совсем не такие вот типичные 9-16 этажки, как в России. Благодаря мигрантам выросли не только цены, но и очереди в местную миграционную службу СЕФ. Позвоните записаться туда сейчас тот еще квест. Люди звонят по 1000 раз в день и все равно не дозваниваются. Возможно, о многоканальной связи в СЕФ не слышали. Для того, чтобы снять жилье, вам потребуются документы. И чем их больше, тем лучше. Самое первое — это карта резидента, то есть то, что у нас в бывшем СССР называется видом на жительство, ВНЖ, либо гражданство ЕС. Гражданства ЕС у меня нет, впрочем, и ВНЖ у меня нет. Соответственно, большие очереди в СЕФ влекут за собой то, что получение ВНЖ сейчас легко может растянуться на полгода вперед и даже больше. А жилье нужно прямо сейчас. Кроме того, почти всегда спрашивают контракт с вашей работы, в котором указана зарплата, квитанции о зарплате, это пейслипы или пейчеки на английском. Обычно просят за последние 3 месяца. Просят НИФ, это аналог нашего ИНН, просят выписку из банка с вашего банковского счета. Бывает просто о достатке, бывает с движением, как при подаче на визу. Иногда просят налоговую декларацию за прошлый год. Кто-то из арендодателей даже просит найти поручителей прямо из того района, где вы собираетесь снять жилье. По-моему, это просто фантастический какой-то трэш. Почему я вообще человек, который, мигрант, я мигрант. Я здесь чужой, я мигрант, я здесь не родился, возможно. Я приехал сюда не как турист, у меня здесь нет никого знакомых. Почему я должен найти в каком-то неизвестном мне районе, в котором я не знаю ни людей, у меня нет жилья, ничего, как я найду вообще местных в качестве гарантов, чтобы они за меня финансово еще поручились? Это, я не знаю, откуда такие правила. К счастью, поручителей с конкретного района спрашивают достаточно редко, но об этом случае я слышал. И, разумеется, депозит. По депозитам тут просто кто во что горазд. В среднем просят депозит за 1-3 месяца, однако в последнее время входят в моду депозиты на 12 месяцев. Правда, я не знаю, стоит ли называть это депозитом, подробнее об этом в следующем пункте. Третье. В Лиссабоне огромный просто спрос на жилье, огромный. Обычно собственники квартир устраивают просмотры в определенные дни, в определенное время. Туда сразу приходит несколько человек, иногда даже десятки людей смотреть это жилье. И, конечно, собственнику тут не до ответов на ваши вопросы, которые вас могут действительно очень интересовать, и я это понимаю. Ему просто нет смысла отвечать на все эти вопросы, потому что обязательно найдутся те, кому абсолютно индифферентно на все, что в этой квартире, им лишь бы снять вот как есть сейчас и все. И ты со своими вопросами, а какие здесь соседи,
А как тут со слышимостью? А как тут улицы по ночам, шумно или нет? Ты тут, в общем, с такими вопросами, которые достаточно насущные, в принципе, это действительно то, что будет вас тревожить, как бы вы будете с этим сталкиваться, если что-то не так каждый день. Это действительно важные вопросы, но вы здесь с ними остаетесь просто не у дел, потому что желающих толпа. Затем, после просмотра тем, кому жилье понравилось, собственник предлагает прислать вот все эти документы, о которых я говорил в предыдущем пункте. Лично мне несколько раз придирались к тому, что моя налоговая декларация, она из России. Она из Федеральной налоговой службы России, а не Европы, не страны Евросоюза. А где я вообще возьму европейскую налоговую декларацию, если я сюда только приехал? После документов собственник выбирает, чьи документы ему больше всего понравились. И затем, после этого всего, он выбирает несколько человек обычно, и начинаются торги. Во время торгов стоимость нередко поднимается еще на пару сотен евро. Это вообще просто спокойно. Мало того, люди часто предлагают оплатить сразу за несколько месяцев вперед. Максимальное, что я слышал, это арендаторы платят сразу за 12 месяцев вперед, получают максимальную лояльность от арендодателя, от лендлорда, получают все плюшки, сразу много кэша. На мой взгляд, это просто мега-супер дикий трэш и явное следствие огромного перегрева рынка, недостатка предложения. Желающих много, а предложения, увы, не хватает. Однажды мне стало очень интересно, почему же собственники квартир не отвечают на сообщения, которые ты, как желающий арендовать жилье, пишешь ему, как желающему дать в аренду, сдать в аренду жилье. И просто они читают сообщения на сайтах, не отвечают. Я решил выставить жилье для аренды. Я взял фото из Гугла очень стрёмной квартиры, в очень шакальном просто качестве, маленькое количество пикселей, убитая хата, то, что у нас называется бабушкин вариант. Выбрал неудачное расположение далеко от центра. Поставил достаточно внушительную сумму для такого жилья. В общем, я попытался сделать свое объявление максимально непривлекательным. И что вы думаете? Только в первый час мне написало 50 человек. Почти 50 за первый час. Просто вдумайтесь в это. 50 человек за первый час на супер непривлекательную квартиру за дорогие деньги. После этого я сразу, конечно, удалил предложение и все понял, почему они не отвечают. Кстати, интересно, сейчас во время монтажа я снова включил это объявление в онлайн, и за 9 минут, пока я снимал, мне написал 31 человек. 31. Рекорд побит. Итак, если уж вы решили снимать здесь жилье, то будет полезным обратить внимание на следующие вещи. Посмотрите на полы. Если на полу кафельная плитка, то зимой будет реально очень холодно ходить по ней, потому что центрального отопления почти нигде нет. Температура зимой здесь опускается до 10 градусов спокойно, дома не отапливаются, влажность 80-90% и ходить по полу просто холодно. Отдавайте предпочтение жилью с камином. Камин — это реально тема. В старых домах здесь, в Португалии, еще часто можно встретить камины, работающие камины, в которые вы загружаете дрова там, или брикеты, поджигаете, все. У вас отапливается дом, если он двухэтажный, либо дом, даже если он разделен на квартиры, камин идет вот с вашего этажа доверху. Кондиционер. Ну, это просто говорить здесь не о чем, мне кажется, супер нужная вещь. Зимой он может вам нагревать воздух, летом охлаждать воздух, что здесь важно и то, и другое. А еще он может сушить воздух. И нагретый, и охлажденный воздух очень сухой, что здесь супер-мега актуально, потому что влажность такая, что ничего не сохнет. Таблетки набирают влагу в себя и рассыпаются. Бумага на ощупь такая становится прям влажная, деньги влажные. Короче, сухой воздух здесь вам понадобится. Еще нужно обратить внимание на контракты. Если вы снимаете на долгосрок, то есть от 3 там, или даже от 1 месяца, то скорее всего контракты будут
заключаться на вас. И на интернет, и на газ, и на отопление, вот на все такие штуки бытовые. Собственник перекладывает, ну я не могу сказать, что это перекладывает ответственность. В общем, это все вы должны делать сами на себя. На мой взгляд, первые 3 факта, которые я озвучил, это самое важное, наверное, что стоит знать об аренде жилья в Португалии. Я слышал, что в других городах Португалии немного попроще. Сам я не проверял, я говорю только за Лиссабон. И ни в коем случае я не хочу вас отговаривать от переезда сюда, в Лиссабон, в Португалию. Не хочу вас отговаривать от съема жилья здесь. Хотя где вы будете жить, если вы переедете и не снимете жилье? Однако сейчас Португалия форсится во многих источниках русскоязычного интернета как какой-то рай на земле, дешевый, с прекрасным климатом, с приветливыми людьми и все такое. Это не совсем так. Люди здесь действительно прекрасны. Вот что здесь хорошо? Люди. Природа, класс, море, солнце. Но даже в такой простой вещи, как аренда жилья, здесь миллион просто подводных камней, и можно все ноги в кровь просто искрошить об эти камни. Поэтому я хочу, чтобы мое видео как-то вам помогло, чтобы вы не столкнулись с большими трудностями, чтобы вы приехали и сняли жилье в том месте, где вам хочется, за ту сумму, какую вам хочется, с теми удобствами, которые вы хотите. И, конечно, принимайте решение самостоятельно, что вам делать в этой ситуации. Я лишь рассказываю свой опыт. Опять же, я говорю за Лиссабон, это мой частный субъективный опыт, но я попытался рассказать максимально подробно.